Выжившие из Титаника. Холодный воздух, висящий в этой комнате, он кажется воздухом Северной Атлантики. Не настолько холодным, конечно, но удивительно зябким в этот жаркий летний день. Этот холод приносит такой же шок, как и воздух той ночи, в которой большая часть меня продолжает обитать. Я подхожу к этому месту на стене, оттуда врывается поток воздуха, и я отстраняюсь. Кажется, будто там зияет глубокая рана, место, распоротое льдом, сквозь которое врывается весь этот леденящий холод. Холод. Мне было так холодно в шлюпке. А передо мной раскинулось это колоссальное крушение посреди моря и ночи, пылающее в тысячах мест огнями. Дым все еще выползал из его труб. На мгновение эти огни показались мне жизнями, которые все еще оставались на корабле, а затем дым показался мне душами этих людей, уже улетающими ввысь, поднимающимися к небесам из этой смерти, которая уже в то самое мгновение обрушивалась на их тело. Хотя на самом деле никто еще не погиб, вероятно, за исключением нескольких бедных рабочих машинного отделения, которых огромная зазубренная ледяная стена настигла сразу же, в самый первый миг катастрофы. Миг, который я осознала мгновенно, возможно, даже раньше, чем капитан корабля. Каким же чертовым дураком, каким высокомерным человеком он, должно быть, был мужчиной, конечно же. А я, презираемая женщина, которую всего несколько дней назад на улицах Лондона травили мужчины, не позволявшие нам говорить, и уж тем более получить право голоса. Но эта женщина поняла, что произошло с кораблем этого человека при первом же слабом содрогании и далеком, тяжелом стоне корпуса. Теперь я нахожусь в этой комнате, в месте и времени, столь же чуждых мне, как планета Марс, на которой есть каналы и цивилизованная жизнь, если верить Персивалю Лоуэллу, известному астроному из выдающейся семьи Лоуэ из штата Массачусетс. Я читала его книгу, будучи подростком, в 1895 году. Книгу, подаренную мне отцом, который поместил эту историю на первую полосу своей газеты. Издание New York World Ledger заявляло: «Жизнь на планете Марс возможна». И я поверила. И если я могу верить в то, что на Марсе есть жизнь, то почему я все еще медлю с верой в реальность этого гостиничного номера, в году, который на десятилетие удален от той ночи, когда я бежала с корабля, а затем погрузилась в глубокий сон? Возможно, дело в страхе, который я испытываю перед этой комнатой, ведь в ней есть эта рана, откуда изливается холодный воздух, и я боюсь, что комната наполнится им и пойдет ко дну. Я одна. Из того, что я понимаю, а слово «понимаю» сейчас понятие относительное, и уж точно не только для меня в такую эпоху, хотя для меня в большей степени, конечно, я понимаю, что я одинока в каком-то запредельном смысле. Меня выдернули из места в море, которое, по всей видимости, пользуется дурной славой из-за своих тайн, места, далекого от того рокового ледяного поля. И я на много лет пережила всех, кого когда-либо знала, хотя мне самой только-только исполнилось 30. Не то чтобы я не была одинока даже в ту апрельскую ночь в 1912 году. Для меня это было вопросом гордости, как и для любой из моих подруг. Все они были женщинами, знавшими, что у нас есть более высокое призвание, чем мир когда-либо позволял нам, и способными путешествовать в одиночку не хуже любого мужчины. Я отправилась в Лондон, чтобы принять участие в съезде Национального союза женских суфражистских обществ, английском варианте нашей собственной Национальной американской женской суфражистской ассоциации, рожденной усилиями наших великих Сьюзен Бентли Энтони, Элизабет Кэдди Стентон и Люси Стоун. Все они были героинями моего времени, все они были женщинами, которые знали, как быть одними. Я боюсь мыться. Это место такое яркое, с такими жесткими поверхностями, но ощущение полной чужеродности окружающих вещей начинает постепенно проходить. Все дело в воде. Она течет так быстро, так обильно.
Я смотрю, как она мощным потоком хлещет в ванну, и это кажется неконтролируемым. Я выключаю воду, открываю слив и думаю о человеке, чьего имени я даже не знаю. Ведь в той сцене, что разворачивалась передо мной, пока я сидела в спасательной шлюпке в ту ночь, было что-то более конкретное, более личное. Огни и дым, я действительно воспринимала их напрямую, будто это были отчаявшиеся души на том корабле. Но для меня они были человечеством в целом, они были массами. У меня есть разум. Это еще одна вещь, которой женщина обладает в равной степени с мужчиной. И я была склонна, пользуясь своим разумом, часто думать и говорить о массах. Я не была марксисткой, хотя и читала его книги, и хотя меня время от времени обвинял в этом то один, то другой глупый мужчина. И хотя газета моего отца вполне могла бы выйти заголовком «Вся человеческая история переосмыслена» и быть, как мне кажется, близкой к истине. Мы вступали в век, который должен был привести человечество к новому тысячелетию, и все создавалось заново. Но сейчас я сижу на этой удивительной кровати, которой можно приказывать жить собственной жизнью. Она мягко вздрагивает от нажатия кнопки, и я начала осознавать устройство своего ума. Как легко мне всегда было думать о человечестве именно так, как о чем-то монолитном, или, в лучшем случае, разделенном на две части – мужчины и женщины. Да, и женщины тоже. Я боролась за право женщин, и как часто я думала о них, а значит, в каком-то смысле, и о себе, как о чем-то огромном, состоящем из отдельных людей лишь случайно. Важным только из-за общих интересов, как единое корпоративное тело. Этот мужчина показался мне глупым сначала, типичным образом глупым, когда я встретила его на прогулочной палубе вскоре после того, как мы столкнулись с айсбергом. Он был англичанином, он был чопорным, но у него были очень красивые глаза. Долгое время я могла видеть их только при лунном свете, но они были мягкими, на самом деле, женскими глазами. Я сидела в спасательной шлюпке и смотрела на «Титаник», его нос уже ушел под воду, а остальная часть начинала подниматься. Хотя и медленно, движение было едва заметным, но неумолимым, совершенно очевидно неумолимым. Огромные винты в задней части обнажились, подобно интимной части тела, обычно скрытой от приличных глаз, но теперь оголенной в муках этого мощного чувства. И он стоял там, на шлюпочной палубе, невидимый для меня, поскольку нашу шлюпку уже спустили, но его глаза искали меня в море даже тогда, я знала это. Он был счастлив, что я в безопасности. Почему я позволила ему убедить меня жить? Я читала в своей каюте, когда услышала этот звук и почувствовала легкую заминку в движении этого великого зверя-корабля. Я отложила книгу и мгновенно разозлилась. В лондонских газетах красовались вереницы усатых мужчин в котелках, заявлявших, что этот корабль — технологическое чудо века, свидетельство власти человека над стихиями, огромная машина, величайшая в истории, неразрушимая, непотопляемая. Я еще тогда знала, что все это — вековая ложь. Но я купила билет. Мне не терпелось вернуться в Нью-Йорк. Съезд суфражисток вылился на улицы, мы прошли маршем до Трафальгарской площади, толпы выстраивались вдоль дорог и в основном освистывали нас. Оконные полицейские окружали нас, осторожно подталкивали своими дубинками, изолировали маленькими группами, а затем разговаривали с нами елейными голосами, словно с детьми, и мы расходились. Мы терпели это. Было несколько гневных слов. Кто-то цеплялся за газовые фонари и железные прутья заборов, было несколько арестов и пара мелькнувших ногтей, пустивших немного полицейской крови, хотя и не моей. Если честно, я вдруг устала от всего этого и уехала. Я вернула деньги за билет обратно в Америку и отправилась ненадолго в Италию, в Венецию. Я сняла комнату в палаццо на Риа-Сан-Лука и нашла неподалеку небольшую площадь с фонтаном и статуей Девы Марии, без младенца на руках, просто ее одну.
и я сидела на солнце, одетая от шеи до лодыжек в закрытое платье, я читала и ни с кем не разговаривала. По ночам я лежала на кровати при открытом окне и читала еще больше, при свете свечи, все еще в одежде. Однажды ночью было полнолуние, я вышла на улицу. Прилив был высоким, думаю, в море бушевали штормы. Я бродила по темным улочкам в сторону площади Сан-Марко. Я прошла через галерею, и вдруг передо мной открылась площадь, и она была залита водой из лагуны. Вода лежала тонким слоем, но не осталось ни одного непокрытого ею камня. Я отпрянула. Луна мерцала там, в воде, и звезды тоже, и мне стало страшно. И я вдруг остро осознала свое одиночество там, в том месте, в том городе, в той стране, во всем мире. У меня были друзья, но между нами были только идеи. И хотя эти идеи были сильными и праведными, я еще ни разу не была обнаженной в Венеции, если не считать того, как я сжималась в комок в каменной комнате с тазом воды и губкой, быстро смывая запах своего тела, никогда не глядя на себя, а затем поспешно кутаясь обратно в одежду. Несмотря на все свои идеи, я не чувствовала себя уютно в этом женском теле. И что еще хуже, у него были свои собственные намерения. Я почувствовала волнение в себе там, на Сан-Марко, что-то более похожее на нужду, чем на желание. Что-то, с чем я не была согласна, но что не желала слушать никаких аргументов, какими бы ясными и разумными они ни были. И все же, хоть я и не могла переубедить это чувство, я могла отложить его в сторону. Я покинула площадь, мой разум восторжествовал, и я даже не обнажила стопы, чтобы войти в это жидкое небо. Вместо этого я вернулась в свою комнату, а затем обратно в Лондон. Я ненавидела этих мужчин, создавших этот корабль, но я научилась ждать справедливости в этой жизни. Я поняла, что ожидание справедливости всегда долгое, а, возможно, даже бесконечное. И поэтому, когда я покупала билет, я не ожидала, что высокомерие этих людей будет наказано так быстро. Но затем настал тот самый миг, я поняла, что происходит, и поднялась на прогулочную палубу. Он был там, всматривался в море. Он был высоким, одетым в твидовый костюм, у него были усы, но он был без шляпы. Он наблюдал за айсбергами там, в спокойном и залитом лунным светом море, и мне захотелось сказать ему то, что я знала. Я подошла к нему близко и сказала: «Теперь мы обречены». Тогда он повернул ко мне лицо, и его глаза были мягкими. Я подумала, что буду терпелива с ним ради его женских глаз. Он сказал что-то о том, что с кораблем все в порядке, с этим непотопляемым кораблем. Мне стало интересно, неужели он правда в это верит. Я сказала: мы столкнулись с айсбергом. Дело сделано. Тогда он снова посмотрел на лед. Я поняла, что он, на самом деле, слушает меня. Он менял свое мнение. «Допустим, это так», — сказал он, и в его голосе теперь звучала суровость. Я почувствовала, как во мне что-то трепещет перед этим мужчиной, который меня слушал, приятное чувство, даже законное, как мне показалось. Но именно тогда он свалял дурака. Он спросил, путешествую ли я одна, и попытался свалить мои страхи на это. Когда звуки ударов и грохот воздуха пробудили меня от глубокого сна без сновидений, я, естественно, ожидала увидеть себя среди ледяного поля утром 15 апреля 1912 года. Но над головой было нечто поразительное, огромная темная машина, парящая в воздухе. Я подумала о марсианах. Думала о них долго. Даже после того, как эта машина резко развернулась и умчалась прочь. Затем раздался другой резкий звук, и к нам приблизился корабль. Я поняла, что воздух вокруг был совсем теплым, а у этого корабля были вышки и приспособления, которые казались мне странными. Ничего подобного я никогда не видела.
Некоторые из тех, кто был в шлюпке, женщины, конечно же, ведь спаслись только мы и несколько мужчин из экипажа, чтобы грести. Так вот, некоторые женщины в лодке начали плакать от страха. «Тише!» — крикнула я им: «Сохраняйте свое достоинство». И я поняла, что мой гнев на них был точно таким же, как их слезы. Я была напугана до такой степени, что мне хотелось отвергнуть это чувство, как не принадлежащее мне по-настоящему. Но когда корабль подошел к нам вплотную, и мы наконец оказались на его палубе в безопасности, капитан судна, одетый в белую форму, подошел к нам, сгрудившимся вместе. И это была женщина. «Я капитан О'Брайен», — сказала она, и я сразу поняла, что мы каким-то образом перенеслись далеко в будущее. Я представила, как газета моего отца провозглашает: «Женщина командует кораблем». А вскоре, конечно же, открылись и другие чудеса. Например, огромный серебряный дирижабль перевозит людей в 5 милях над землей, или лошади исчезают с дорог, повсеместно замененные гоночными автомобилями, или математический гений перенесен в крошечную машину, и окно в мир в каждом доме. Я нахожусь в этом гостиничном номере в Вашингтоне, округ Колумбия, меньше часа, и я очень устала. Но я заглянула в это окно, и вид в нем меняется на другую часть света от самого легкого прикосновения к маленькому пульту в моей руке. Это приносит пьянящее чувство власти, и я поймала себя на том, что не могу задержаться ни на одном образе дольше нескольких мгновений. Здесь слишком много всего, что можно увидеть, и в результате я не увидела четко почти ничего. Голова у меня закружилась, и я закрыла это окно. Я знаю, что говорю метафорами. Это не окно, а еще одна машина, вещь под названием телевизор. И, возможно, все эти машины, все эти технологии означают, что мужчины в усах и котелках в конце концов победили. Возможно, корабли больше не тонут. Но по этому телевизору я увидела достаточно кадров, где женщины тесно связаны с машинами, чтобы поверить: мы получили право голоса и в создании технологий тоже. Я рада этому, но это чувство не является чистым. Мне приходится столкнуться с эгоистичной частью самой себя. Во-первых, я больше не нужна. У меня нет доказательств, но я уверена, что в таком мире женщины имеют право голоса. И я также уверена, что в результате политики стали честными и отзывчивыми. И если есть женщина, капитан корабля, и если мы получили гражданские права, тогда я могу даже рассчитывать на то, что в Соединенных Штатах были женщины-президенты. Это эгоистично, но это навевает на меня грусть. Было бы лучше умереть в свое собственное время. Но он спас меня, этот безымянный мужчина. При всех чудесах, что я видела, и потерях, которые я осознала с тех пор, как очнулась от своего долгого и загадочного сна, именно этот человек никак не отпускает мой разум. На кровати для меня разложена одежда, странная одежда. Юбка, блузка и нижнее белье, такое скудное и свободное. Я не привыкла к своему телу, что мне теперь делать со своим телом, когда цель моего разума оказалась устаревшей? Но это проблема не только нового века. В самом деле, если бы в свое время я чувствовала себя уютнее в этой плотской оболочке, у меня, возможно, была бы сейчас какая-то цель или, по крайней мере, перспектива удовольствия впереди. А как бы мне хотелось остаться на корабле вместе с ним. Но я даже не знала его имени. Даже после того, как разглядела его глупость. Он пытался убедить меня, будто то, что я знаю о корабле, объясняется тем, что я женщина, путешествующая одна. Но когда я бросила ему вызов, когда я сказала ему, что знаю, что такое смерть, он снова выслушал меня. Когда я была ребенком, Боже правый, теперь это было больше века назад, и мой отец был редактором газеты округа Минго в Западной Вирджинии и уже тогда выступал против бесчинств угольных компаний, недалеко от места, где мы жили, произошел обвал шахты. Я поехала с отцом на то место,
и как только я въехала в тот городок, я почувствовала смерть в воздухе, на своей коже, во всем своем теле. Когда я вспоминаю об этом сейчас, это похоже на то, что может почувствовать мужчина, пробирающийся к тебе в ночи и прикасающийся к тебе против твоей воли. Только ты спишь, а он прикасается к тебе очень легко, чтобы не разбудить. И в воздухе стоял запах. Возможно, едва уловимый, но ты чувствовал, как он входит через нос в твои легкие, заполняя тебя целиком. Точно так же было и на «Титанике». Как только я ступила на палубу, хотя почти никто не знал того, что знала я, и все жили своей обычной жизнью, я почувствовала тот самый запах. Ощущать это на своей коже и в легких, когда я была ребенком, и видеть, как я видела тогда, беспомощно обнимающих друг друга женщин того шахтерского городка, я думаю, после этого мир для меня уже не был прежним. Но я не стала говорить об этом мужчине на прогулочной палубе. Я просто рассказала ему о катастрофе на шахте, о том, что я почувствовала, и о том, что чувствую этот запах снова. Почти любого другого мужчину это ни в чем бы не убедило. Он использовал бы эти самые предчувствия против меня. Но этот человек выслушал, а затем сказал, что ему жаль. Он действительно извинился, и я поняла, что он говорит искренне. И он больше не пытался меня успокаивать. Это поразило меня, это было прекрасно. И все же я оставила его. Появился какой-то другой мужчина, кажется, пришедший с носа корабля, с кусочками льда в своем бокале, льда, который посыпался на палубу от айсберга. Мой мужчина. Надо же, какие слова слетают теперь с моих губ, хотя я говорю так лишь для того, чтобы отличить его от того, другого. Я ведь не знала имен ни одного из них. Так вот, мой мужчина молчаливо не одобрял этого встречного, который вел себя как дурак, это правда. И на мгновение между нами возникла связь, между моим мужчиной, да, моим и мной. Мы вместе слышали глупость этого чужака, мы были единодушны в этом. Затем тот человек ушел, а мой чопорный англичанин, который явно уважал меня, молча смотрел на море, зная о моем присутствии, я это чувствовала. И тут во мне что-то рухнуло, так же внезапно и тяжело, как та угольная шахта в округе Минго. Для меня было слишком поздно. Для этого мужчины тоже. Для всех нас. Все эти странные и нежные чувства, которые я испытывала, превратились тогда в горечь. Я больше не могла выносить взгляда на него. Я ускользнула без единого слова. Так же тихо, как уходил под воду огромный корабль. Ведь «Титаник» затихал в своем последнем погружении. Я поднимаюсь с этой кровати в холодной комнате, на мне все еще длинная юбка и льняная блузка с высоким воротом. Я не позволила им забрать эту одежду, хотя знаю, что в конце концов мне придется уступить. Но эти вещи на моей кровати кажутся теперь не более чем призрачной наготой. Я долго бродила по кораблю, я была среди других людей, но не произнесла больше ни слова. К моему стыду, возможно. Я не смотрела на остальных. Мне казалось, что я уже мертва. Потом я нашла место, где могла стоять и смотреть на море, и никого не было рядом. Высокое место. Возле рулевой рубки, как мне кажется, и, совершенно случайно, на палубе со спасательными шлюпками. Оркестр все еще играл. Время шло, раздавались звуки бегущих людей, крики. Я напрягла свой разум, чтобы не слышать этого. Я стояла, глядя поверх носа, далеко в гладкое темное море, ярко залитое лунным светом. Воздух был холодным, и я начала дрожать, но только от холода, я знала это, не от страха. Я не боялась смерти. Мой отец умер годом ранее. Он был хорошим человеком. Я сидела рядом с ним, постель вокруг него была такой опрятной. Моя мать подоткнула одеяло и правильно сложила его на его груди, прямой, аккуратной складкой.
Рядом с кроватью в вазе стояли цветы, его пижамная рубашка была накрахмалена. Она сделала все, что было в ее силах, и теперь горько плакала в другой комнате. Я сидела рядом с отцом и держала его за руку. Дыхание давалось ему с трудом, но он повернул ко мне лицо. Он не стал говорить мне, чтобы я была храброй. Он просто сказал: «Я горжусь тобой, Маргарет». Я прижалась щекой к тыльной стороне его руки и немного поплакала, и я знала, что он не поймет эти слезы неправильно. Они были вызваны благодарностью, сильнее, чем чем-либо еще. Затем он уснул. А я тихонько вышла из его комнаты. И когда ночью я проснулась от прикосновения руки врача, то лишь для того, чтобы узнать: мой отец покинул свое тело. Когда я стояла на шлюпочной палубе «Титаника», я думала о нем. Мне было интересно, так же мало дела ему было до своего тела, как и мне до своего. Разумеется, мы никогда не говорили об этом. Но он, казалось, так много понимал обо мне, и он тихо ушел во тьму. Он всегда был человеком разума, а энергия разума наверняка продолжает искриться и за пределами тела, ей никогда не нужно было тело. Все это трепетало во мне, пока я стояла и смотрела, как океан наползает на нос корабля. И хотя мысли были немного спутанными, они заставляли меня чувствовать, что все будет хорошо, если эта ночь закончится для меня так, как оно, очевидно, и должно было случиться. Я даже решила спуститься вниз, лечь в постель и почитать. Оставалось всего несколько страниц до конца книги, которую я читала, о мужчине, женатом на сварливой женщине и влюбленном в кузину своей жены. Вместо того, чтобы прикоснуться друг к другу, эти двое влюбленных решают покончить с собой. Эту книгу написала женщина, миссис Эдит Уортон, и были вещи, которые она, казалось, понимала. И было грустно, думала я, что я не смогу разыскать ее и поговорить с ней, когда прибуду в Нью-Йорк. Я собиралась повернуться и уйти. Но один образ удержал меня. Море, наконец, перелилось через нос корабля, теперь это был лишь тонкий покров, и там отражались луна и звезды. И я подумала о Венеции. И снова я планировала просто вернуться в свою комнату и читать, и именно в этот миг я услышала его голос. Самое простое приветствие. Я повернулась к нему. Его глаза были более четкими в резком свете электрического освещения с мостика, и даже жесткость иллюминации мистера Эдисона не могла отнять у них мягкости. «Я собиралась спуститься вниз и почитать», — сказала я. «Глупости», — ответил он. «Вы все это время знали, что происходит. Вы должны немедленно сесть в спасательную шлюпку». «Я не знаю, зачем», — сказала я. Эти слова слетели с моих губ так же быстро, как желание поцеловать. Это был акт близости, я сразу это почувствовала, сказать этому мужчине, что я больше не хочу жить. Я и сама не до конца понимала это чувство, правда. Я даже не знала, как давно оно во мне жило, возможно, всего несколько мгновений, возможно, годы. И, конечно же, в тех обстоятельствах он легко мог истолковать это иначе. Не как мое личное, независимое чувство, а как выражение безнадежности ситуации на борту «Титаника», ведь она и впрямь была безнадежной. Но, Боже правый, он понял, что я имела в виду. Мгновенно. Он узнал мое сердце. Я знаю, что он знал. И он мог дать только один ответ, безумно дерзкий ответ, который мог дать только влюбленный, и он произнес его мне. Я сказала ему, что не знаю, ради чего мне жить, а он ответил: «Потому что я прошу вас об этом». Мне хотелось сказать: «Да, я буду жить, да, я приму это желание от тебя». Возможно, поступая так, я даже пойму наконец, что это на самом деле означает «жить». Ведь у этого моего тела наверняка должно быть к этому какое-то большее отношение, чем я до сих пор различала.
И в тот миг я очень остро ощущала свое тело, хотя и не могла бы сказать, какую именно его часть. Его глаза удерживали меня, и сам он казался очень спокойным. Я обостренно чувствовала его физическое присутствие. А потом я заметила, что он сменил свой твидовый костюм на смокинг. К сожалению, об этом было проще заговорить. «Вы нарядились», — сказала я. «Чтобы проводить вас», — ответил он. Не думаю, что после этого я сказала ему хоть слово. Слова — это язык разума, не так ли? Возможно, не для миссис Эдит Уортон или кого-то еще. Но для меня. Он оделся, чтобы проводить меня, он украсил свое тело ради того, чтобы предложить мне жизнь. И я взяла эту жизнь у него, приняла ее так, как приняла бы его поцелуй, или ласку, или что-то большее. И тогда язык моего разума изменил мне. И теперь я ловлю себя на том, что хожу и хожу кругами по этой комнате в конце 20 века, и я схожу с ума от сожаления. Потому что в ту ночь я не смогла найти другого языка, на котором могла бы говорить. Моя рука двинулась, это правда, моя правая рука поднялась, словно по собственной воле, и протянулась к нему. И мне до боли хотелось положить эту руку на какую-то часть его тела, прикоснуться к нему, эта боль живет во мне и сейчас, коснуться хотя бы его руки, возможно, даже его щеки, но я не смогла. Вместо этого моя рука нашла его белый галстук-бабочку, слегка перекошенный, и я поправила его. Жест жены, прожившей много лет со своим мужем, прямо перед тем, как выйти из дверей нашего городского дома, сесть в экипаж и отправиться в театр или оперу. И он всегда так делает, завязывает галстук и оставляет его кривым. И это трогательно, правда, для меня, для его жены. Потому что его разум, который уважает меня, слушает меня и считает равной себе, так часто наполнен идеями, что он пренебрегает своим телом, даже когда завязывает белый галстук вокруг своей шеи. Я поправила его галстук, и моя рука дрожала, но ее воля была слаба, или, возможно, просто непривычна к такому. И она снова упала вдоль тела, хотя ни она, ни я этого не хотели. А он сказал: «Пожалуйста, поторопись». И если бы я была той женщиной, к образу которой мой разум всегда стремился и которой я даже считала себя, я должна была бы взять инициативу в свои руки прямо там. Должна была прикоснуться к нему. Должна была обнять его лицо обеими руками, притянуть к себе и поцеловать, ведь поцелуй уже тогда томился на моих губах, хотя в тот миг я не понимала четко, что это такое. Я могу осознать это только сейчас. Почти век спустя. Я действительно поторопилась. Я повернулась, и мы вместе пошли к спасательной шлюпке, которая была совсем рядом. Всего не более 6 шагов, и все же я очень остро чувствовала, что иду рядом с ним. Знакомое действие, интимное действие. Наши тела двигались бок о бок, будто мы отпустили экипаж и шли по Бродвею, а вокруг сияли яркие огни, и мы говорили о пьесе, о течении мыслей мистера Ибсена. А потом мы оказались перед шлюпкой, с неба донеслось шипение, хлопок, и вдруг все вокруг залило оранжевым светом, похожим на огни Бродвея. Я посмотрела на него и захотела заключить его в свои объятия, но не сделала этого, не смогла. Я вела себя как леди. Видит Бог, прости меня. И я хотела, чтобы он обнял меня, но он этого не сделал, хотя я чувствовала, что он этого хочет. Я чувствовала это своей кожей, точно так же, как до этого чувствовала присутствие смерти. Но он вел себя как джентльмен. Он что-то сказал судовому стюарду, и именно рука этого человека взяла мою. И вот я оказалась в шлюпке. Я огляделась и не помнила, как вошла в нее. Я повернулась, чтобы посмотреть на своего мужчину, но он как раз в этот миг отступал в тень. Шлюпка начала спускаться, а затем я оказалась в море, в лодке, полной женщин. Наши жизни были спасены только из-за нашего пола, и мне было стыдно.
Все, чего я хотела, это остаться там, на палубе, рядом с ним. Я опустилась на дно, мой разум был пуст от любых идей, а мое тело было пусто от любых намерений. Через некоторое время нос «Титаника» исчез, а корма поднялась вверх. Я не позволяла себе думать о том, где он может быть. И когда корма поднялась, со стороны корабля донесся ужасный, оглушительный грохот. Я поняла, что это билось серебро, пианино, фарфор, диваны, стулья, дорожные сундуки, бутылки с вином и книги, каждый незакрепленный предмет на корабле летел вперед и разбивался. А затем все огни разом погасли во тьме, и поднялся последний страшный шум, корабль раскололся надвое. После этого корма на мгновение опустилась обратно, словно она могла поплыть сама по себе, и я снова подумала о нем. Представила его на этой половине корабля, уплывающим в безопасность. Но обломки быстро начали снова подниматься, темная тень на фоне яркого ночного неба. И на этот раз воцарилась жуткая тишина. Нет. Вокруг были голоса, в воде люди кричали. Но оттуда, где, как я чувствовала, находился он, доносилось лишь молчание. Корма стояла вертикально в течение того, что показалось вечностью, а затем начала тихо скользить вниз, исчезая, быстрее, еще быстрее, и ее не стало. И с таким же успехом я могла бы быть рядом с ним, потому что я тут же провалилась в сон, такой же лишенный сновидений, как сама смерть. И действительно ли я проснулась, даже сейчас? Я стою неподвижно в центре этой комнаты. Нет ни единого звука, кроме тихого движения воздуха. Возможно, я умерла в тот самый миг, когда умер он. Возможно, это чистилище, в которое меня определили за мое предательство, место, призванное показать мне, что слова должны стать плотью. Я чувствую тяжесть одежды на себе и бремя своего дыхания. Уже слишком поздно, на много лет слишком поздно, но я расстегиваю платье и сбрасываю его. И все слои одежды под ним, я срываю их быстро, отбрасывая в сторону. И, наконец, я стою обнаженной, и я зову его. Я выбрасываю слова своего разума в далекое море. «Посмотри на меня», — говорю я. Я долго стою в центре этой комнаты, молясь о том, чтобы его дух нашел дорогу ко мне и взирал на этот сосуд моего тела, залитый огнями и хранящий его. Мне больше не страшно. В своей наготе я перехожу в другую комнату, я наклоняюсь к ванне и теперь уже своими руками пускаю мощный поток воды. И вскоре это жесткое белое море наполняется, и я делаю шаг внутрь. Вода холодная. От нее захватывает дух. Неважно. Я сажусь, и она поднимается к моим бедрам, к моим бокам, и вот она уже покрывает мою грудь, доходит до подбородка и колышется там, словно поцелуи. Он рядом. Я тихо скольжу под воду. Я найду его, и мы прикоснемся друг к другу.